Здравствуйте. Продолжаем разговор о самолетах на банкнотах стран мира. И сегодня я хотел бы поговорить о самолете, изображенном на оборотной стороне банкнот Банка Ирландии, выпускавшихся в период с 1967 по 1989 год. Если говорить о самих банкнотах, то в течение 22 лет Банк Ирландии выпускал банкноты одного и того же или очень похожего дизайна для всех номиналов. Причем в разные годы линейки выпускаемых банкнот по номиналам менялись, а кроме того, конечно, было довольно много вариантов и по подписям, и по размеру банкноты, и даже по названию валюты. До 80-го года банкноты номинировались в фунтах, а после в фунтах стерлингов. На экране я приведу информацию обо всех выпусках по пику, и, конечно, надо сказать, что все они, кроме, пожалуй, самого младшего номинала, 1 фунта, это сегодня достаточно редкие, а многие очень редкие и тяжелые позиции. Причем зачастую образцы стоят намного дешевле, чем регулярные банкноты. Из всего этого списка я для себя, для своей тематической подборки, посвященной авиации, ограничился только вот этими двумя банкнотами самого младшего номинала, которые перед вами. Это банкноты, на первый взгляд, они одинаковые, но на самом деле они отличаются между собой названием валюты. Соответственно, немного отличаются дизайном. Вот эта банкнота, верхняя банкнота 1977 года, это 1 фунт, а вот эта банкнота 80-х годов, это 1 фунт стерлингов. Соответственно, у нас добавлено название валюты, здесь просто 1 фунт, здесь 1 фунт стерлингов. И добавлен здесь значок, обозначающий валюту. На оборотной стороне те же самые изменения. Здесь вот у нас на банкноте 1977 года просто единички, а на банкноте 80-х годов уже с обозначением значка валюты фунтов стерлингов. Вообще же вот эта оборотная сторона этой линейки банкнот по своей концепции очень сильно напоминает, именно по концепции, напоминает оборотную сторону современных 50 фунтов Банка Ольстера. Вот этих вот, о которых я рассказывал в одном из своих предыдущих роликов. Здесь у нас точно так же изображены важнейшие направления промышленности Северной Ирландии, текстильная промышленность, судостроение и авиастроение, которое здесь у нас, собственно, представлено самолетом, на кабине которого, если рассмотреть, можно увидеть надпись Belfast. И эта надпись, она является названием модели этого самолета, новейшего на момент выпуска данной линейки банкнот, тяжелого турбовинтового грузового самолета, построенного британским производителем Short Brothers из столицы Северной Ирландии, Белфаста. То есть самолет Short Belfast из Белфаста. Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что вот на этих вот двух совершенно разных банкнотах из Северной Ирландии, совершенно разных эпох, произведенных, созданных из разного материала. Это у нас полимер, это у нас обычная классическая бумага. Но мы видим самолеты разных эпох, но одного и того же авиапроизводителя, авиастроительной компании Short Brothers. И здесь, собственно, и здесь один и тот же авиапроизводитель. Давайте вернемся к Short Belfast. Этот самолет впервые поднялся в воздух в 1964 году и был принят на вооружение королевских ВВС в 1966 году. То есть с учетом того, что банкноты данного дизайна впервые были выпущены в 1967 году, на тот момент это был действительно новейший самолет. Всего было построено 10 самолетов этого типа, и все они эксплуатировались королевскими военно-воздушными силами до 1976 года, то есть менее 10 лет. После чего по некоторым причинам военные от них отказались, и самолеты были проданы гражданским эксплуатантам. В период службы в королевских ВВС каждому из этих 10 самолетов было дано имя собственное, посвященное героям античной истории и мифологии. Вот их список, и их достаточно легко идентифицировать на фотографиях по номеру и по имени собственному, которое указано обычно на кабине. Вот они. Первый самолет с номером XR362 Самсон, 363 Голиаф, 364 Палас или Палант, 365 Гектор, 366 Атлас или Атлант, 367 Геракл,
368 Тесей, 369 Спартак, 370 Аякс и 371 Энкелад или Энцелад. Вот они, все 10 этих самолетов, которые вообще были выпущены, самолетов данного типа. Short Belfast мог принять на борт до 35 тонн груза и в свое время был самым большим самолетом, эксплуатировавшимся королевскими ВВС и первым оснащенным автоматической системой посадки. Ну а теперь, собственно, давайте попробуем перейти к вопросу о том, какой именно самолет из этих 10 изображен на этой банкноте. Здесь изображение достаточно стилизованное, прицепиться номера здесь точно не видно. Ну, давайте попробуем. Можно сказать, что как минимум первые два самолета из этой серии на этапе испытаний и показательных полетов, то есть до того, как получить имя собственное, носили на своих кабинах вот такую вот надпись Belfast, как мы видим на банкноте. И в частности, это вот хорошо видно, например, на фотографии с авиашоу Фарнборо в 1964 году, вот на этой. Но я считаю, что, скорее всего, это самый первый самолет из этой серии. Вот его фотографии, и это очень похоже на то, что мы видим, собственно, здесь, на этих банкнотах, на этой банкноте. Этот самолет, если это действительно самый первый самолет этого типа, на первоначальном этапе имел гражданский регистрационный номер GASKE, затем в 1966 году он поступил на вооружение королевских ВВС и, как я уже сказал, получил военный регистрационный номер XR362 и имя собственное Самсон. То есть вполне возможно, что это именно вот Самсон, первый самолет. Летал он в составе королевских ВВС, как и все самолеты этого типа, до 1976 года. После этого в марте 1977 он в составе партии из 5 самолетов такого же типа был продан компании Heavy Lift Cargo Airlines. Получил новый гражданский регистрационный номер и летал до 1984 года. После чего был окончательно списан в 1994 году. Такая вот история о самолете Short Belfast, изображение которого мы видим вот на этой банкноте. Спасибо за ваше внимание. Увидимся.